Всех приветствую на нашем канале. Я брала небольшой отпуск от Ютуба, потому что накопилась куча дел, которые надо было сделать. Некогда было мне ни снимать, ни монтировать. Так, ну я вернулась. Сегодня у нас очередная распаковочка. Распаковка будет не только с тему, она будет комбинированная. Я также покажу вам товары, которые я заказала на ВБшке. Артикул, кстати, тоже оставлю, потому что товар неплохой. Вся распаковочка будет сегодня посвящена спальне, а точнее текстиль в спальню. Заказывала, я бы сказала, не дешевое, а что-то совсем не дешевое. То есть это не эконом-вариант. Так что посмотрим, что представляет из собой качество. Первое. Это у нас текстиль с тему. Текстиль, как вам сказать, он идет у них как постельный комплект. Я, естественно, его брала не как постельный комплект. Это стопроцентный полиэстер. Пододеяльник очень большой. Там, получается, идет пододеяльник, две наловочки. Ну все, пододеяльник и две наловочки. Вот, и я хочу использовать его как покрывало. Покрывало для кровати. В комбинации там с еще одним пледом, который покажу чуть позже. Так, вот такая штука, давайте. Сейчас я приближу. Брала белого цвета. Узор идет, сделанный вот такими махрушками. Какими-то, не пойму, что это. То ли это лента нашита махрушками. Не такое ощущение, как будто это просто нитки торчат. Там есть узор, это сделано все узором. Но, скорее всего, нам получится это все посмотреть только когда я расстелю на кровати, чтобы лучше понимать. Ну, естественно, как обычно, уже я покажу в карточке товара, как это все выглядит. Вы знаете, ткань приятная. Ткань приятная. Чувствуется, конечно, полиэстер. Вот здесь вот. Но не совсем вроде такой плохой. Махнушки приятные. Махрушки. Махнушки. Так, это получается большой у нас пододеяльник. И наловочки. Наловочки я брала. Так, и наловочки. А наловочки почему-то непонятного размера. Сейчас уже забыла. Посмотрю в карточке, какие я заказывала. Что там идет в комплекте. У них, конечно, в Китае своеобразные размеры подушек и наловочек. Так что могла и не обратить я внимания на это дело из-за комплекта. Так он мне понравился на картинке. Но будем смотреть. Так, вот большая. Скорее всего, это на 90 наловочка. Тоже сделано таким же рисунком, как и на пододеяльнике. Наловочки сделаны с запахом. Так, ну вот, стопроцентный полиэстер. Так, а на пододеяльнике нашла, здесь получается замочек. Ну и хорошо, на подушке я тогда просто ушью. Хорошо, что нету замков. Я их просто укорочу под свои подушки. Так, не вижу. Замочка, 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 замочка. Где? Вот он. Все, собачка вот нашла. Так вот, получается, здесь замок. А подушки с запахом. Так, с обратной стороны ничего нету. Я вставлю туда, скорее всего, пышное одеялко. У меня есть. И буду использовать его как покрывало. Ну, если, конечно, мне понравится, сейчас я примерю, если понравится, то буду использовать так. Потому что, если, конечно, ничего не вставлять, это будет как тоненький пододеяльник, и на кровати, я думаю, он будет смотреться не очень. Так, размер я брала максимальный, который был на тот момент. Мне хотелось, чтобы... Кровать у меня 180. Мне хотелось, чтобы, конечно, максимально покрывало до пола. Ну, до пола, может, там не получится, но... По крайней мере, максимально, что можно придумать. Не могу подобрать, уже столько лет, не могу подобрать покрывало. Вообще, что делать с покрывалом. Все маленькие размеры.
И не попадается мне то, что хочется. Поэтому экспериментирую теперь с тем. Здесь хоть побольше размера есть. Так, ну вот карточка товара. Так, состоит комплект из 3 наименований. Стоимость 25 284 тенге. И главное, размер я брала пододеяльника 264 на 229. Простыни нету в этом комплекте. Представлен в разных цветах. И абрикосовый, мандарин, и зеленый, и верблюд. Ну, то есть там песочно-бежевый, наверное. И в разных размерах. Размеров тоже много. Так и получается. Ну да, это максимальный размер вообще. 264 на 229. Ну вот такой рисуночек должен быть. Линии извивающиеся. Теперь мне надо будет его как-то простернуть хорошо. Распушить каким-то образом вот эти все. Мне кажется, если начать гладить, наоборот, они загладятся. Вот, посмотреть. Так, и давайте посмотрим видео. Оказывается, идут разные размеры наволочек к разным размерам пододеяльника. Вот это я не увидела. Хорошо бы его отпаривателем, конечно, но у меня хорошего отпаривателя нету. Так, ну вот такой комплект. Тоже примерим. Посмотрим, понравится, не понравится и как все это будет выглядеть. Следующая покупочка у меня с Валбериса. Не нашла я нигде ни на тему то, что хотела, но нашла на Валберис. Так, смотрела я его в пункте выдачи, только на брак еще не примеряла и толком не раскрывала. Так, и это на матрасник. На матрасник на кровать 180 на 200. Ну, там разные размеры присутствуют. Артикул я обязательно укажу. На матрасник полностью из хлопка. Производитель заявляет, что наполнитель микрогель. Не знаю, что такое микрогель, ни разу с ним не сталкивалась. Но по ощущениям, ну, как будто слой синтепона проложен. Не сильно толстый. Хлопок, по-моему, поплин заявлено. Нету целлофана, он не промокайка. То есть защитного слоя такого нету. Ну, мне, в принципе, и был и не нужен. На матрасник идет с бортами, как натяжная простынь. Боковины тоже, получается, из хлопка сделаны. Так, узор у нас получается с лица, вот на лице вот такой, с изнанки. Так, что у нас на изнанке? С изнанки получается, здесь не поплин, здесь какая-то синтетическая ткань. Но, вы знаете, она так похожа на этот с этим поплином, что мне пришлось одевать очки, чтобы понять, что это все-таки другая ткань. Тоже рисунок на изнанке присутствует. Покупать его в качестве топера, думаю, не стоит. У него нету той плотности и толщины. А так для матраса, просто матрас накрыть будет очень хорошо. Так, покупала я его за 18 600 с чем-то. Сейчас он стоит 18 950 тенге. Так, вот наполнитель из микрогеля. Вот так выглядит. Натянулся хорошо. Размер соответствует. Высота матраса производитель указывает до 30 сантиметров. У меня получается где-то 26 сантиметров. Но вот запас туда ушел. Ну вот матрас у нас был заявлен, когда покупали 180, но по факту он оказался, или вот я не помню, или 177, или 176. Так, вот здесь тоже он хорошо бы натянулся. Это у нас матрас надо менять. С боков вот эти вот большие пуговицы, как они называются, повылетали. Так, а так все отлично. Лично мне нравится. Думаю, прослужит
не один год, много лет. Ну, такая красота. По крайней мере, я нашла то, что хотела, и то, что искала. Следующая распаковочка. Это наловочки. Наловочки серого цвета. Я сейчас купила комплект, который тоже вам покажу. Но так получается, что муж у меня использует большие подушки, а я использую маленькие подушки. Поэтому подобрать комплект не всегда удается, чтобы были наловочки и большого, и маленького размера. Поэтому иногда приходится наловочки докупать. Так, наловочки. Наловочки тоже просто огроменные. А, да, наловочки огроменные. Слушайте, целая простынь. Целая простынь, потому что у нас подушки большие 70 на 70, я искала, не было, и купила 80 на 80. Но опять-таки, там ничего страшного, я могу сделать дополнительную строчку, просто вот эти ушки после отстрочки, они будут больше. Это мы все умеем, это для нас не критично, больше важна ткань. Так, ткань Stripe Satin, видно на видео. С переливом. Я уже делала распаковку белых таких наволочек, но там мне показалось, что там есть синтетика полиэстер в составе. Не знаю. Здесь тоже вот ощущение есть, хотя заявлено, что это 100% хлопок. Сейчас я найду этикетку. Так, этикетку нашла. Да, вот размер. 80 на 80. Так, а состав? А состав, наверное, только в карточке товара, что ли? В белых наловочках шла этикетка. Да, нету этикетки. Только с размером. Но на тех белых наловочках я не планировала спать. Тоже как бы я его взяла так на всякий случай, если вдруг придется оформить кровать подушками. Ну, ткань так хорошая. Ткань хорошая. Качество пошива, правда, машинка петляла. Ну, не критично, ничего такого нету. Строчки, в принципе, ровные. Так, это что? Надо было брак на ткани, нет. Это не брак на ткани. Ну, похоже на хлопок. Там, если полиэстер есть в составе, в принципе, небольшой. Небольшой. Блеск приятный, перелив. Полоска большая. Мне, кстати, на Stripe Satin широкая полоска нравится. Узкая полоска не нравится. А здесь, наверное, сантиметра 2,5-3, наверное, полоска широкая. Симпатично. Выглядит прям так это приличненько. Те, кстати, белые наловочки тоже я их оставила себе. Мне тоже они понравились, как они выглядят. Плотный материал, тонкий, плотный. Ну, будем надеяться, что это, конечно, хлопок. Так, набор из двух хлопковых сатиновых наловочек. Размер 80 на 80. У меня почему-то ощущение, что они еще больше, чем 80 на 80. Так, 6062 тенге цена покупала я. Так, размеры вот здесь вот такие. 50 на 70, 50 на 75, 50 на 90 и 80 на 80. Да, 70 на 70 я вообще, в принципе, на тему не нашла. Или 80 на 80, или 50 на 90. 50 на 70, кстати, тоже не часто встречается. Обычно там 54, 75 или 46, 70. Вот так вот. Такие вот почему-то нестандартные для нас, непохожие размеры. Так, представлено в двух цветах. Белый, серый. Так, ну вот здесь вот продавец заявляет хлопок 100%. Сразу не заметила. Увидела только при примерке. Оказывается, запах совсем маленький, прям, не знаю, сантиметров 10, но это очень мало. И причем, если бы это был запах вот здесь вот с дыркой, это было бы лучше. А это получается посередине, даже если подушка подошла бы,
То есть он постоянно бы вот так вот вылазил, я думаю. Да, распахивался. Так, поэтому у меня не получится просто отстрочить ушки дополнительные. Буду переделывать вот здесь запах, чтобы уже нормально сделать. Так, у меня как раз по размеру получается это уже конец подушки. Просто увеличу запах. Пришлось перешивать мне всю налочку. Вернее, две налочки. Сделала я теперь вот такой хороший запах. Теперь ничего не выскочит. Еще у меня машинка умеет немножко вышивать. И я отстрочку сделала вот такой вышивкой. Вот еще не стирала. Нитку специально взяла чуть потемнее, чтобы немножко был контраст. Следующая распаковочка, и это постельный комплект. Постельный комплект, ну, достаточно дорогой. Это идет египетский хлопок. У меня есть уже 2 комплекта египетского хлопка, который я 5 лет, наверное, уже, ну, беспрерывно использую. Один стираю, второй там сушится, и вот так вот бесконечно. И вы знаете, до сих пор за 5 лет при активном использовании они у меня достаточно хорошо выглядят. Вот, поэтому я вот решила все-таки купить. Они, кстати, мои, тоже написано Made in China, но я покупала здесь у нас их в Казахстане, заказывала через сайт. Вот. Ну, у меня стандартный 200 на 220 пододеяльник. Этот я взяла с большим тоже максимально пододеяльником, потому что одеялами мы зимой не укрываемся. Когда уж совсем на улице там 15-17 градусов мороза, мы просто сверху укрываемся пледом. Вот, не любим что-то мы одеяло, не укрываемся. Поэтому я взяла большой пододеяльник, и подгонять мне одеяло под него точно не надо. Вернее, искать пододеяльник под размер одеяла мне не надо. Так, ну что могу сразу сказать? Если для такой цены, конечно, такая упаковочка, это очень нехорошо. На подарок этого не возьмете. То есть в таком виде, допустим, кому-то подарить будет некрасиво. Прям просто в пакет замотали и все. Причем этот пакет вообще, по-моему, не от этого постельного комплекта. А даже, в принципе, если бы оно и в коробке шло, у них коробки вечно все помятые. Так, ну достаем. Достаем и смотрим. Комплект должен быть красивый. Двухцветный. Угу. Так, сейчас. Так, вот смотрите. Вот с такой вышивкой. Это вышивка или это кант нашит? Это вышивка, и вышивка, вы знаете, очень хорошего качества. Такое ощущение, что это кант нашит. Так, получается пододеяльник с одной стороны светлый, с другой стороны темно-серый. Но вот он такой серый, как бы вам сказать, вот есть холодный серый, а это какой-то, мне кажется, теплый серый. То есть он не уходит в голубизну, а мне кажется, больше, наверное, серый уходит в бежевый. Это тоже серый. Такое ощущение, что немножко отдают зеленцой. Ну так, слегонца. Так, вот и получается у нас по лицевой стороне, по светлой, по всему периметру идет вышивка. Вот такой кант красивый. Так, простынь вся у нас темно-серого цвета. Так, наловочки. Наловочки опять огромные. Хотя, по-моему, 50 на 70 в комплекте. Сейчас проверю, правда. Пока месяц идет, уже все на свете забудешь.
Так, по ткани. Кстати, наловочки тоже с обратной стороны темные. С лицевой светлые, как и пододеяльник, так и наловочки идут с запахом. Запах. Простынь без резинки. Так, давайте рассмотрим качество ткани. Так, не знаю, как качество показать. Плотная ХБшка. У нее плетение у египетского хлопка не как у сатина, немножко другое. Мне кажется, она потоньше и даже поплотнее, чем сатин. Шелковистый немножко блеск присутствует у египетского хлопка. Это за счет каких-то особенностей волокон там и плетения ткани. В Бэшке, по-моему, на Озоне я смотрела, а он еще называется макасатин. Почему-то так заявляют. И рядом пишут египетский хлопок. То есть так может называться ткань. Тоже я смотрела, там получается комплекты начинаются от в районе 59-60 тысяч наших тенге. Этот я купила, сейчас посмотрю, по-моему, за 46. Ну так, на порядок дешевле, да. Ну, в принципе, мне все нравится. Простынь тоже большая, пододеяльник огромный. Отверстие в пододеяльнике. Так, и оно на замочке. Зачем белый только? Белый замок они сюда ставили, не знаю. Ну ладно. Ткань полностью соответствует, как те мои комплекты. Так что, в принципе, я так уверена достаточно, что это египетский хлопок. Так, вот комплект постельного белья. Стоимость 40 895 тенге. Так, у них почему-то все размеры выбираются именно по пододеяльнику. Пододеяльник размер 260 на 240 тенге. Я забыла, кстати. Он стоил 46 тысяч, а сейчас он стоит 42, почти 43 тысячи. И я делала корректировку цены, они разницу мне вернули. Так, смотрите, вот здесь по пододеяльникам разные размеры есть. Сейчас я хочу показать, какой размер простыни. Вот так выглядит комплект. 2 налочки, простынь и пододеяльник в комплекте. Ну, то есть стандартный комплект. Так, нашла размер. В размере пододеяльника 260 на 240. Простынь идет 245 на 270. Ну, такая большая простынь. Ну, и налочки, я уже говорила, 50 на 75. Так, следующая распаковочка. И это подушка. Подушку я взяла опять перьевую. Хотела взять как ту. Я уже делала обзор на подушку. Хотела взять такую же. И в итоге что-то нашла дешевле. Отзывы были неплохие. Поэтому, ну, думаю, почему бы не взять дешевле. Сейчас распакуем, посмотрим. Так, она получается в полном вакууме. Так, пришла без вакуума. Видимо, повредился. Это в вакууме. Так. Надо будет посмотреть, как она разровняется. Так, перо вижу, попадается там и темное, немножко просвечивается. Наперник, вы знаете, он даже как батист, тонкий, плотный прям материал. Вот я не помню, может быть, и такая же подушка. Надо ту достать, которую я покупала, не помню. Размер 50 на 70 у меня. Да, это Made in China. Думала, вдруг какая-то импортная, вдруг европейская попалась. Так, ну сейчас подушка расправится. И мы еще раз посмотрим. И я как раз предыдущую подушку достану и посмотрю, такой бренд или нет. Уже, ну, в принципе, да, она уже нормальная, пышненькая. Пусть немножечко еще полежит, и я вам ее покажу. Специально подняла предыдущую подушку в заказе, посмотрела. Обошлась она 10 336 тенге. Эта подушка 6 682 тенге. Ну, вы знаете, так прям
порядочная разница, я бы сказала. Так, у этого продавца она представлена только в одном размере, почти 51 на 71. Так, сейчас она уже стоит 7 903. Так, 15% гусиный пух, 85% перо. То есть получается гусиная подушка. Так, материал наперника 100% хлопок. Ну да, он и есть 100% хлопок, то есть его четко чувствуется. Так что, так, подушка мне нравится. Так, достала подушки. Что оказалось? Ну, чуть-чуть, наверное, отличаются наперники по цвету. Мне кажется, это прям капельку темнее. Так, это первая подушка, которую я обзор делала. Это сегодняшняя подушка с этикетками. Так, и чуть-чуть отличается размер. Сегодняшняя чуть-чуть больше. Чуть-чуть больше. А в принципе, они очень похожи. Кстати, по поводу наматрасника. Я уже поспала на нем, наверное, недели 2. Мне очень нравится. Просто не ерзает вообще. Ничего не шуршит. Короче, все классно. И простынь сверху, когда стелишь, получается такой, через простынь проглядывает узор, который на матраснике. Что это? Цветочки, ромбики. И последний товар у нас сегодня. Вот такой большой. Тоже явно был в вакууме. Ну, что-то, видимо, где-то образовалась дырочка. Сейчас он уже не в вакууме. Так, открываю. Так, и это большой плед. Я взяла его поверх, получается, того белого комплекта, который как типа покрывало, в который хочу вставить одеялко. Так, плед тоже выбирала. Тоже, кстати, тяжело найти большие размеры. Всякие вот эти меховушки, они по размеру тоже ограничены. Так, ну, мягенький. Мягенький. Так, толщину, толщину, толщину. Смотрите, он двойной. С этой стороны идет рисунок, ну, что-то типа косичек. Так, а с этой стороны он идет вот такая меховушка. Я не знаю, что это. Флис, не флис. Короче, он прям такой утепленный вариант. Теплый-притеплый. Ну, может быть, его постоянно там использовать и не надо. Может быть, по зиме только вытаскивать. Так, интересно, вот эти махнушки потом у меня не закатаются на белом. Не будет он ужасно выглядеть. Вот это вот интересно. Цвет, ну, цвет такой серенький. Сыну я, который плед покупала, он немножко тоже серый, другой цвет был. Не шелковистый. На вид, я бы так сказала, так себе. Такое ощущение, как будто его уже поносили, постирали почему-то. У них вот есть вот эти меховушки, пледы, коврики, называется как искусственный кролик, что ли. Вот там он шелковистый, красиво выглядит. Хотела взять себе на кровать, но самый большой размер у них на кровать идет плед 200 на 220. Больше нет. Нашла вот только вот этот вариант. Не знаю, может так его загладить. Может так лучше будет расчесать. Ну да, когда расчешешь, получше выглядит. Но, скорее всего, его надо сполоснуть и в одну сторону загладить. Ну, не знаю, я посмотрю. Может быть, я его даже себе и не оставлю. Посмотрю. Что-то мне в моем представлении как-то он покрасивее представлялся. А так, в принципе, хороший, я думаю, будет очень теплый. Очень теплый. Вы знаете, издалека смотрится лучше, чем я вблизи его разглядывала. И даже шелковистость появилась. Такой блеск небольшой. Но это он вдвое сложен.
сильно большой его раскладывать. Вот так. Ну и с этой уже, как не знаю, подстежка, подкладка. Так, вот оно покрывало. Плюшевое флисовое одеялко, видимо. Так, стоимость 22 774 тенге. Как обычно в долларах я выведу на экране, чтобы вам было более понятно. Так, размер я взяла 274 на 229. Ну да, максимальный размер. Так, мой вариант серый. Цвет, в принципе, соответствует. Так, есть еще в креме, есть еще в хаке расцветки. Ну, в принципе, на фото все похоже. То же самое, те же косички, тот же подклад. Так, давайте посмотрим видео. В принципе, толстенькое, такое же, как и заявлено. Не как обычно они показывают нам толстые пледы, а по факту получается, приходят тонюсенькие. Так, я постирала плед, хорошо прочесала ворс в одном направлении, распушила его, и теперь рисунок вообще четко хорошо видно. А то мех был скатан. Так, подкладка получается пришита двумя швами. Вот здесь и вот здесь вот строчка. Все, в середине он нигде не зафиксирован. Не знаю, будет ерзать или нет. Так, ну все-таки сходила я за одеялом. И все-таки я его туда одела. Конечно, попышнее смотрится, красивее. Пообъемнее. Если серый еще плед, я его сложила, накинуть сверху будет еще красивее. Вот, одеяло мне, конечно, не подходит. Вот здесь остается пустота. Запас. Ну, в принципе, ничего страшного. Прям получается 5-звездочный отель. Осталось только стены перекрасить. Осталось дело за малым уже. Цвет поднадоел. Все, принарядила я кроватку. Хорошо. С серым пледом тоже, кстати, смотрится хорошо. Но я все-таки думаю, их вместе использовать не надо будет. Потому что, наверное, всякие меховушки. Вот здесь потом будут катушки. Уже сняла я несколько штук. Боюсь, что будут закатывать. А так выглядит прям все очень симпатично. Плед прям большой, как я хотела. И длинный, и широкий. Сейчас еще отдельно покажу вам постельный комплект. Так, а вот и постельный комплект. А, кстати, видите, рисунок. Я тут немножко полежала, и рисунок вот отпечатывается от наматрасника. Вроде такой не пышный, не толстый узор, а пропечатывается. Так, ну у меня хоть одна приятная новость для меня, что мне не пришлось переделывать наволочки. Они оказались прям очень хорошо под новые подушки. Просто супер плотненько сели. Так, запах, в принципе, тоже более-менее нормальный. Подойдет, вылазить не будет. Так, ну вот это все-таки он не темно-серый цвет. Вы знаете, он немножко такой, как в хаке отдает. Ну, комплект, в принципе, мне понравился. И строчка, строчка шикарная. Так, пододеяльник большой. Смотрите, насколько он опускается вниз. Мне прям понравилось. Так, это я свернула покрывало. Ну, вот так вот принарядила я свою кроватку. Пишите, как вам, что больше понравилось. Вот, а на сегодня все. Всем удачи и пока.